Сейчас расскажу про инди-игры от подписчиков «Быть инди». Игры совершенно разные, как проработки качества, так и жанры, составом команд и бюджетов. Некоторые из них поделились цифрами о том, сколько вложили денег в разработку. Уверен, что ты о многих и не слышал. Это «Быть инди», спасибо за лайк и приятного просмотра. Tenebris Terra Incognita. Это игра, где фраза «человечество в опасности» наконец-то звучит по делу. Это сложная пошаговая РПГ в сеттинге мрачной научной фантастики. Космический корабль Solaris терпит крушение на неизведанной планете, и ты возглавляешь отряд бойцов, в котором нужно выжить, спасти экспедицию и понять, что за чертовщина творится в этом месте. Если вы любите Darkest Dungeon, Disciples 2 и фильмы «Звездный десант», то эта игра словно создана, чтобы вас морально уничтожить. Здесь каждый бой – испытание, каждая ошибка – билет в один конец. Мир Tenebris безжалостен. Монстры эволюционируют быстрее, чем ты успеваешь перевязать раны, а ресурсов всегда не хватает. Разработка шла с 2019 года на Unity, без бюджета, без инвесторов и паблишеров. Все своими силами в свободное время, командой из 10 человек. И при этом за первые 5 дней после выхода в ранний доступ они продали 1600 копий. Для проекта, сделанного на энтузиазме и кофе, это мощный старт. Отдельно стоит атмосфера. Здесь все пропитано безысходностью, холодный свет фонарей, клацающие механизмы, шорохи чего-то за стеной. И когда на тебя вываливается очередная тварь, ты уже не спрашиваешь почему, ты просто надеешься, что кто-то выживет. Самый быстрый может забрать ключик. Разработчики активно общаются с игроками и обещают выпускать патчи каждую пару недель, мелкие для фиксов и баланса, крупные каждые пару месяцев, с новыми монстрами и механиками. То есть это живой проект, который будет расти и мутировать, как его собственные твари. Tenebris Terra Incognita — это та самая мрачная научная фантастика, о которой говорят, но редко делают. Здесь нет спасателей, только выжившие. И если вы готовы к боли, темноте и постоянному ощущению, что свет фонаря – ваша единственная надежда, добро пожаловать на Solaris. Стратегия от «Быть инди» — это современное переосмысление классической стратегии «Мегаломания» 1991 года. В основе все та же идея. Игрок управляет своим народом, развивает технологии, строит здания, добывает ресурсы и постепенно подчиняет новые территории. В ходе разработки я немного ушел в сторону от оригинала. Остров в космосе состоит из секторов, каждый из которых содержит тайлы для размещения здания. То есть в игре будет выбор, какие здания строить, и нужно будет хорошо подумать, потому что количество зданий в каждом секторе ограничено. Визуальный стиль стал чище и ярче, но с душой пиксельной классики. Визуально все напоминает старые стратегии 90-х, но при этом выглядит живо и современно, словно кто-то перенес их в эпоху высоких разрешений, сохранив ту же игровую магию. Я стараюсь сделать стратегию, которая будет понятна тем, кто впервые слышит о мегаломании, и при этом подарит ностальгию тем, кто провел в ней часы за Сегой. Также будут улучшения зданий, юнитов, эпохи. Тут я еще подглядывал в сторону Age of Empires 2. Игра сейчас находится в активной разработке, я шаг за шагом воссоздаю тот самый мир, где каждый остров как отдельная история. Подписывайтесь в мой телеграм-канал по разработке игры, там я буду также делиться о количестве виш-листов и проданных копий, ссылка в описании. Armored War — это мультиплеерный тактический шутер от первого лица, созданный одним человеком. Да-да, один человек решил, что если Battlefield 4 можно любить, то почему не сделать и свой? И сделал. Здесь все по-взрослому. Реалии современного конфликта, техника, огневая мощь, миникарта, пули со следами, прицелы с чувствительностью и тот самый бах от выстрела, который хочется слушать снова. В последнем обновлении разработчик добавил кучу всего: новое освещение, переработанный интерфейс, полноценный вид от первого лица, анимации, трейсеры, миникарту и даже меню дислокации. Короче говоря, апдейт можно было бы назвать Armored War Remastered. Начиналось все как дипломная работа 2 года назад. Потом проект перерос в полноценную игру и вышел в марте 2024. Сделано на Unity, без студии, без бюджета, только один человек и $500. И несмотря на все, игра уже принесла больше $1000. Скромно, но честно заработано своими руками. Вдохновлялся автор классикой Battlefield 3 и 4, Call of Duty Modern Warfare. Но вместо 1000 разработчиков и миллион бюджетов один парень, который решил
Хватит играть, пора стрелять самому. Armored War развивается, выходят обновления, баги фиксятся, добавляются новые механики. В планах техника, управляемый транспорт и, возможно, еще более масштабные карты. Разработчик ведет блог, публикует геймплей, а сообщество уже активно переключается к тестам. Armored War — это пример того, как выглядит настоящий инди-энтузиазм, когда вместо слов «это невозможно» просто берешь и делаешь один. Канарейка — это визуальная новелла, но не про школьников с суперспособностями и не про аниме-романтику. Это история, где действие разворачивается в средневековом монастыре, полном тайн, интриг и духовных исканий. Главная героиня внезапно оказывается в чужом теле и новой жизни. Среди хоррора, свечей, молитв и правил, где за строгими обрядами прячется нечто куда более тревожное. Игроку предстоит помочь ей понять, что случилось, исследовать обитель и раскрыть ее мрачные тайны. Пение в хоре, работа в огороде и другие монастырские обязанности быстро становятся лишь фоном для драмы, в которой святость и грех идут рука об руку. Здесь нет привычных игровых поворотов, зато есть глубокая история, написание так, будто это интерактивный роман. Вдохновляли The House in Fata Morgana, To the Moon и Oxenfree. Но создатели честно говорят, больше всего вдохновление пришло из литературы. Это попытка экранизировать чувства, которые вызывает книга, и превратить эмоции в игровой опыт. Проект делают 9 человек на Unity с бюджетом около 1 000 000 рублей. Разработка началась в сентябре 2024. И что особенно важно, за студией стоит образовательный центр в сибирском городке, где дети учатся бесплатно. Канарейка — это не просто игра, а доказательство, что ребята, которых обучали с нуля, могут создать что-то настоящее, написать сценарий, нарисовать арты, оживить все это на экране. Да, стили у художниц пока немного разные, но команда честно работает над тем, чтобы к релизу выровнять картинку, а цели у них простые – не стать миллионерами, а хотя бы купить кексы и чай в офис. Потому что если канарейка получится, это будет знак, что труд был не зря, и что игра может быть не только развлечением, но и первой ступенью в жизни молодых художников и программистов. Канарейка — это не просто история о монастыре и тайнах, это история о том, как рождаются мечты и превращаются в игру. Tiny Europe — это стратегия, где у тебя есть ровно 60 секунд, чтобы построить крепость, не час, не 10 минут, ровно минута. И после этого начинается веселье. Волны врагов, атаки, оборона, нехватка еды и паника. Все как в настоящем средневековье, только быстрее. Главная идея проста. Все, что успеешь построить за первую минуту, достается бесплатно. А потом начинается настоящая экономика, выживание. Добывай ресурсы, строй стены, нанимай войска и пытайся дожить до следующего рассвета. Врагов немного, всего 3 вида, но каждый из них знает, как испортить тебе жизнь. Графика здесь однобитная, черно-белая, но при этом невероятно стильная. Каждая сцена выглядит как оживший пиксельный эскиз. В этом мире все минималистично, но напряжение настоящее. Tiny Europe умудряется чередовать моменты спокойствия и паники так, что ты не замечаешь, как прошел час, пока просто строил за минуту. Игру сделал один человек на Game Maker Studio 2 всего за 4 месяца, без бюджета, без команды и без инвесторов. Просто идея, немного безумия и готово. Tiny Europe — это стратегия, где главное не масштаб, а реакция. Здесь все решает не размер армии, а скорость, с которой ты жмешь кнопки в первые 60 секунд. В телеграм-канале «Быть инди» вы можете проголосовать за тему следующего выпуска и написать те игры, которые туда должны попасть. Другие уже это сделали. Я рассказываю также об интересных новостях, связанных с игровой индустрией, новыми релизами и апдейтами. Буду вас там ждать. Reverb — это тот случай, когда биопанк встречается с чистой эволюционной паранойей. Это многопользовательский тактический стелс-шутер от первого лица, где каждый матч — охота, и ты никогда не знаешь, охотник ты или уже добыча. Здесь все игроки невидимы, до тех пор, пока не получат урон. Один неверный шаг, звук, вспышка, и ты уже засвечен, а по следу бегут другие. В мире Reverb невидимость не преимущество, а проклятие. Ты слышишь, как кто-то дышит рядом, но не видишь никого, и если стреляешь, лучше попади с первого раза. Сам мир выполнен в биопанковском стиле, органика переплетается с металлом, живое оружие буквально дышит в руках. Каждая пушка — это существо, которое узнает хозяина. Взял чужое, оно может просто не слушаться. Чем больше сражаешься с ним, тем сильнее связь и постепенно оружие имитирует. Вырастают новые мышцы,
органы прицеливания, органы отдачи. Если пушка полностью тебе подчинена, можешь оставить ее на земле и стрелять дистанционно через нейросвязь. Создано все это на движке от 3DE, и это уже само по себе редкость. Мало кто решается уходить от Unity и Unreal. Команда из 8 человек работает над проектом с июня 2023 года, вдохновляясь Hunt Showdown, Scorn, творчеством Гигера и Лавкрафта. И это чувствуется. Мрачная эстетика, холодный ужас биомеханики, чувство, что все вокруг живое и все это тебя ненавидит. Бюджет около $50 тысяч. Пока у игры есть только тизер, но геймплей уже близко. Главное обещание разработчиков – живой мир, где даже враги эволюционируют. Чем больше играют игроки, тем сильнее становятся монстры. И чем сильнее монстры, тем меньше у тебя шансов выжить. Реверб – это не просто шутер, это соревнование хищников, где оружие растет вместе с тобой, а ошибка – это просто еще один шаг в пищевой цепи. Реальная смута – это игра, которая честно предупреждает. Смута – это не шутка. Действие происходит в 17 веке, когда в России все шло наперекосяк. Народ негодует, трон пустует, а кто-то должен навести порядок. И этим кем-то, конечно, становишься ты. Простой русский воин по имени Мстислав. Игру сделал один человек на Unity, и как ни странно, она получилась с настроением. Здесь нет героизма и пафоса, только хмурые пейзажи, суровые лица и ощущение, что за каждым углом кто-то хочет тебя по старинке порешить. Атмосфера реально передает ту самую нестабильность и напряжение эпохи, когда правителя нет, а у всех свое видение, кто им должен быть. Автор вдохновлялся, цитирую, шедевром Смутой и, похоже, решил сделать свою версию этой истории, но от лица обычного солдата, а не великого полководца. Без глобальной политики, зато с лопатой грязи, кровью и духом того самого русского выживания. Если вам хочется почувствовать вкус настоящей смуты, без дипломатии, зато с мечом в руке и осознанием, что правды нет ни у кого, самое время познакомиться с Мстиславом, ведь кто, если не вы, распутаете эту историю. Pickup Point Simulator – это игра, которая отвечает на вопрос, о котором мы все когда-нибудь задумывались. А каково это – работать в пункте выдачи заказов? Здесь не нужно спасать мир, строить города или рубить монстров. Только ты, коробки и клиенты, у которых кажется одна общая черта – они всегда приходят не вовремя. Вы берете на себя роль владельца ПВЗ, принимаете поставки, расставляете товары по складу, выдаете заказы по QR-кодам, расширяете помещение и нанимаете работников. Все звучит просто, пока не начинаются случайные события. Например, что-то ломается, клиент злится или отзывы падают. Игра будто говорит «добро пожаловать в реальный бизнес». Разработали ее 2 человека на Unreal Engine 4 без бюджета вообще. Начали в апреле 2024 года, просто чтобы сделать простую, но веселую игру. И это им удалось. Тут есть юмор, повседневная суета и даже смешные достижения, которые подталкивают продолжать играть. Кстати, в будущем разработчики планируют добавить новые механики и даже драки с клиентами. Да, в этой игре можно будет не только выдавать заказы, но и выяснять отношения с особо нервными покупателями. Реализм, как говорится, на максималках. Pickup Point Simulator – это тот редкий случай, когда симулятор повседневности превращается в настоящую комедию. Игра про то, каково это держать бизнес, где каждая коробка может стать катастрофой, а каждый клиент – боссом уровня. Phantasma Hotel – это игра, где заходишь в отель, а выйти уже не факт, что получится. Коридоры здесь длинные, свет моргает, а за каждым углом кто-то, кто явно не проходил инструктаж по безопасности. Маньяки, безумцы, странные тени и ощущение, что сам отель живет своей жизнью. Все это создает тот самый тихий ужас, который ползет под кожу и не уходит даже после выхода из игры. Жанрово это рогалайк с пошаговыми боями. Каждый заход – новый кошмар. Можно экспериментировать с решениями, искать другие пути и каждый раз открывать новые формы страха. Игра не про крики и скримеры, она про то, как тишина и неизвестность начинают давить на психику. Проект родился на игровом движке RPG Horror Celebration Jump 3 и вырос во что-то гораздо большее. Делали его 6 человек на RPG Maker. Без бюджета, но с кучей вдохновения. Вдохновлялись World of Horror и Fear and Hunger. И это отлично чувствуется. Ретро-графика, холодный звук и тот самый дух старых ужастиков, где каждая ошибка – это не просто смерть, а новое наказание. Разработка началась в ноябре 2022 года, а релиз 31 октября 2025. Идеально под Хэллоуин. Никаких инвестиций, никакого маркетинга, только чистое желание сделать игру, от которой зрителю будет не по себе. Phantasma Hotel –
Это не просто хоррор, это эксперимент со страхом. Здесь ты не убегаешь от монстров, ты живешь с ними на одном этаже. Mind Control Bloody Renaissance. Это не просто хоррор, это кошмар, завернутый в философию и при этом игра с одной из самых необычных боевых систем, которые я видел. Разработчик назвал ее Triple R Real-Time Rail Shooter RPG. Да, звучит как шутка, но все по-серьезному. Это рельсовый шутер, смешанный с ролевой системой и тактическими паузами. По сюжету вы существо без тела, что-то древнее и не до конца понятное, живущее за счет марионеток, людей, покорных вашей воле. Вместе с ними вы должны положить конец культу кровавого возрождения, но чем дальше заходите, тем больше понимаете, мир вокруг не менее безумен, чем сам культ. Каждая марионетка со своей историей, реакциями и диалогами. Можно собрать группу из 6 человек, менять их местами и наблюдать, как их судьбы переплетаются. Игра постоянно бросает вызов не только в бою, но и морально. Каждый персонаж может умереть и часто по твоей вине. Мир Mind Control полон деталей и интерактива, можно взаимодействовать почти с каждым предметом. Иногда это дает ресурсы, а иногда новую травму. Все вокруг живет, дышит и шепчет, будто само следит за твоими решениями. Случайные события и изменяемые сценарии делают каждое прохождение уникальным, а финалов здесь 4, и каждый зависит от твоих поступков. На движке RPG Maker игра создавалась 7 лет одним разработчиком при поддержке еще 2 людей, занимавшихся текстом и локализацией. Без бюджета, без издателя, но с вдохновением от Killer 7, Deadly Premonition и Parasite Eve. И кстати, фанаты игры Суды 51 приняли проект с восторгом. Переводом занимается сам владелец фан-сайта Paradise Hotel 51. Mind Control Bloody Renaissance — это не просто хоррор, это игра, где ты одновременно бог, марионетка и жертва. Если ты думаешь, что можешь все контролировать, ты уже проиграл. Если вдруг захотите поддержать меня еще сильнее, у меня есть игра с пошаговыми боями в духе героев Necromancy Returns. Буду рад вашему обзору в Steam. Спасибо Степану и Егору Гриценко за поддержку этого выпуска на Бусти.